Сколько я себя помню, еще с раннего детства меня всегда интересовал Чернобыль и вся эта тематика вокруг него. Я помню истории своего дедушки, когда я приезжал к нему, он рассказывал, как в ту ночь ему приказали ехать тушить Чернобыль, и по какой-то милости свыше на полдороги его развернули домой, и он остался жив-здоров. И сколько себя помню, столько мне хотелось побывать там. Сколько я себя помню, столько мне хотелось ощутить, что такое, когда такой огромный город, в котором жило 50 тысяч человек, пустеет в один момент, и больше туда никто не возвращается. Есть такой момент, который очень сильно пугает людей в Чернобыле, когда ты заходишь в дома, и там, скажем так, страшным образом расположены какие-то противогазы, детские куклы и так далее. И все дело в том просто, что за десятки лет там побывало 1000 людей, в частности, 1000 фотографов, которые всегда пытаются найти лучший ракурс, который зацепит как можно больше людей. Поэтому все вот эти висящие противогазы, детские куклы, это все дело фотографов. Еще интересный момент, почему с Чернобылем, с Припятью связано так много мистики, фантазий, легенд. Это то, что на территории 30-километровой зоны очень много, прям очень много секретных военных объектов. Ну, которые уже, конечно, не секретные и не военные. И лично меня больше всего впечатлила РЛС «Дуга». И что интересно, на советских картах РЛС-Дуга со спутника помечена как заброшенный детский лагерь. И даже когда ты подъезжаешь к нему, то на повороте на РЛС-Дугу стоит детская остановка, которая разукрашена по-детскому, все как надо. Но почему-то в этот детский лагерь ведет бетонная дорога, которая, кто знает, в советское время бетонная дорога, она в основном вела на какие-то военные объекты из-за того, что ездила тяжелая техника, которая убивала асфальт. И каково было мое удивление, когда мы приехали на РЛС-Дугу, и это просто-таки исполинское творение человека. И хоть оно уже давно не работает, когда ты подходишь к этой огромной антенне, ветер от нее такой интересный звук создается, как будто она до сих пор работает. Как будто какие-то генераторы, я не знаю, ретрансляторы внутри нее до сих пор работают. Ну что более всего меня удивило, это трехэтажное здание вокруг нее. Командный пункт, техническое здание, не знаю, как его правильно назвать, в нем размещался огромный трехэтажный компьютер. Один компьютер, который занимал 3 этажа. Оперативная память вот этого трехэтажного компьютера составляла 5 мегабайт. К примеру, на любом современном айфоне оперативная память 6 гигабайт. То есть в нашем кармане сегодня оперативной памяти больше 1200 раз, чем на огромном секретном объекте размером 3 этажа в 80-е годы. Это говорит о том, насколько сильно шагнули технологии с тех времен. И также меня удивило, что вокруг Дуги есть город, который называется Чернобыль-2. В прошлом году мы ездили с друзьями также в заброшенный военный объект, который называется Любич-1. И эти два объекта, Любич-1 и Дуга, они были связаны друг с другом. Они обменивались информацией, и это было 2 секретных объекта, которые шпионили за Западом, Америкой. И когда Чернобыль взорвался, то и Любич-1 был заброшен, и Чернобыль-2 был заброшен. И сейчас и там, и тут никто не живет.
Еще хочу сказать, что я каждому советую поехать в Чернобыль. И если вы до сих пор не были там, вы уже опоздали. В принципе, как и я. Потому что каждый год там происходит очень много нового. И, к примеру, за последний 2020 год, я думаю, многие слышали о том, что там происходили лесные пожары, погибли тысячи животных, уничтожено тысячи деревьев. Очень многие известные локации пострадали. От РЛС-дуги до пионерского лагеря «Изумрудное», который просто перестал существовать. Он полностью сгорел, и ничего от него не осталось. К тому же, кто раньше был в зоне, тот знает, где какая техника находилась, когда и как она была брошена. Но сейчас ее сгоняют в конкретные места, из которых делают выставки. Кстати, я знаю, где находится пожарная машина, которая принимала активное участие в устранении аварии, и она до сих пор на ходу. Но для безопасности этой же машины я не буду говорить эту локацию. Подводя итоги, хочу вспомнить цитату, которая звучит так. Систему характеризуют не ошибки. Они могут произойти где угодно. Но систему характеризуют реакции на допущенные ею ошибки. И в истории с Чернобылем реакция нашей системы была, как мне кажется, худшей из тех, которые можно было даже представить. Замалчивание, ложь, некомпетентность и прочие негативные аспекты этой истории. Но я хочу, чтобы мы задумались о другом. Лично для меня чернобыльская история – это история человеческого героизма и человеческого самопожертвования. Люди, которые, зная, что отдают самого себя, шли и отдавали свои жизни, отдавали свои годы, отдавали все, что у них было, для того, чтобы жили мы, для того, чтобы жили другие. Они это сделали. Это история о героизме. И нам нужно ее помнить также для того, чтобы это не случилось вновь. Люди, которые сюда попадают, с самого начала, если они нашли себя, то они уже отсюда не уезжают. Такая ситуация. Ты задаешь ему вопрос, почему ты вернулся вот так? Говорит, как же я там буду, когда здесь ребята остались. Вы выполнили поставленную задачу. Выполнили на отлично. Я поздравляю вас с этой задачи. Желаю вам хорошего здоровья, долгих лет жизни. Все вы награждаетесь премией в 800 рублей. Спасибо, лейтенант. Спасибо. Из присутствующих, не желающих идти на выполнение задачи, есть? Нет. Все желаете, да? Да, точно. Молодцы. Значит, я вам представляю, генерал Таракан. А здоровье пусть остается, пусть все проходит. Здравия, товарищ. На Клюкву, на Калининскую, ко мне. А к вам куда ехать? На Свердловск, тоже на клюкву, на бруснику, на рыбу. Казахстан. Ну, там, наверное, на груши. На груши тоже. Да. Это Южный Казахстан. А в тебе куда хулиган ехал? Киргизию. Тоже ты не что ли, да? Чем угощать будете?